design. You pretty much lose the bezels and you get an even better display. But they're expensive, twice the price, and so are really for a different type of consumer. If you can spring for that, I'd recommend it, but if you can't, then I'd pay attention to the Galaxy S9 and S9 Plus. If you enjoyed this video, it would be massively appreciated if you could subscribe to the channel. My name is Aaron, this is Mr. Who's Boss, and I'll catch you in the next one. Да наоборот, это... Ну да. Что за звук? Ну ладно. Всем привет, меня зовут Денис Шевченко и сообщество Первый лад с коротким обращением. Осталось уже меньше 2 дней распродажи в честь начала нового учебного года. Каждый день мы открывали для вас новые и новые тематические предложения наших курсов. И теперь настал тот миг, когда они открыты вообще все. И это прекрасная возможность для вас подобрать курсы, которые нравятся лично вам, со скидками до 75%. Нажимайте на кнопку под видео, чтобы узнать все подробности нашей распродажи, пока у вас еще есть время на это. Спасибо за внимание, всем пока. Везде ищешь, что ли? В играх серии Сталкер артефактам отведена большая роль. Это таинственное образование, которое порождается аномалиями. И именно за ними большинство сталкеров отправляется в зону, надеясь заработать на продаже артефактов большие деньги. Однако вы можете заметить, что сталкеры почти никогда не трогают артефакты своими руками. А от всех найденных артов они стараются как можно быстрее избавляться и продавать, и даже почти никогда не носят их в своем рюкзаке. В данном видео вы узнаете, почему сталкеры так не любят лишний раз прикасаться к артефактам. Но для начала давайте ответим на вопрос, что такое артефакты? Артефакты — это еще до конца не изученное аномальное образование. Иногда под действием аномальной активности разные мусор, предметы, частички плоти или прочее могут деформироваться и полностью менять свои физические и химические свойства. Так и рождаются артефакты. Почти каждый артефакт в игре имеет свои уникальные свойства и способен влиять на человеческий организм, улучшая какие-то его характеристики. И это влияние на организм может быть как и благотворным, так еще и вредоносным. Влияние артефактов на организм человека. Когда артефакт попадает в руки или близкий контакт с человеком, он сразу начинает влиять на клетки организма сталкера, тем самым потихоньку мутируя его. Например, некоторые артефакты электрической природы, такие как батарейка или пустышка, положительно влияют на мышечный тонус и общее самочувствие человека. Во время ношения он чувствует прилив энергии и сил, улучшение настроения и мотивации, а также улучшается сердцебиение, потребление кислорода в воздухе, улучшение мышечного тонуса и даже развитие сухожилий и дополнительных мышечных волокон. И явный пример таких мутаций — это монстр Снорк. А как другие, уже более мощные артефакты способны влиять и мутировать на организм человека, вы узнаете после короткой рекламы. Free Fire — это бесплатная королевская битва для iOS и Android с мощной кастомизацией. На большой остров высаживаются 50 игроков, но победитель всего один. Это последний выживший. В твоем распоряжении десятки видов холодного огнестрельного оружия, транспорта и огромная играми, эксклюзивный трек, персонажу Тиму вместе. Артефакты по типу колобка и момент вниз из тени Чернобыля улучшают защитные характеристики персонажа, делая кожу намного грубее и защищая пули порезов. Клетки человека под воздействием этих артефактов начинают ускоренно делиться, создавая более плотный кожаный волосяной покров на теле. Кожа во время воздействия этого артефакта грубеет настолько, что даже острые ножи с трудом способны ее разрезать. Точно таким же плотным кожным покровом обладают и некоторые мутанты, такие как, например, псевдогиганты, химеры или контролеры. Кожа этих монстров настолько грубая, что даже автоматные пули едва пробивают ее.
Артефакты псионической природы по типу лунного света или аленького цветочка напрямую влияют на психику и мозг человека. Они ускоряют активность клеток головного мозга, тем самым улучшая способность человека противостоять пси-излучению, а также из побочных эффектов они могут создавать новые образы в голове, паранойю или даже навязчивые желания. Так, например, еще до конца не изученный артефакт аленький цветочек из чистого неба вызывал у женщин резкое желание познакомиться с владельцем данного артефакта. Некоторые мутанты, такие как пси-собака или контролер, обладают подобной очень развитой психикой и могут даже влиять и подчинять себе рассудок других существ. Артефакты, ускоряющие заживление ран, такие как глаз, пламя и другие, действуют в первую очередь на метаболизм человека, в несколько раз ускоряя его. А очень быстрый обмен веществ влечет за собой следующие негативные последствия. Постоянное чувство голода, уменьшение процента жира в организме, худоба, четко видимые вены на теле, а также раздражительность и агрессивность. Кстати, симптомы в точь-в-точь описывают некоторых мутантов зоны по типу излома или псевдособак. Полная же противоположность этим артефактам – это артефакты класса колючка. Все виды колючек выводят радиацию из организма, но выводят ее самым естественным путем, через кровь. При ношении подобных артефактов у владельца начинаются проблемы с кровеносным давлением. Сразу же начинает идти кровь из носа, из ушей, рта, а при наличии ран кровь начинает быстро сочиться уже через них. Все это ведет к тому, что у владельца просто не заживают раны, и он вынужден ходить с огромными порезами и рассечениями кожи, которые все никак не затягиваются. Подобный эффект вы можете заметить практически у всех мутантов зоны. У слепых псов, например, проглядываются огромные незаживающие раны на полтела. Никогда не затягивается также поврежденная кожа у сторков, а у кровососов вообще мозги из головы торчат, а о чем тут говорить? Естественно, что все эти мутации влияют не только на самого человека, но еще и на его потомство. Так, например, артефакт Колобок активно изменяет и переписывает генетический код владельца, что практически не сказывается на самом человеке, но ведет к непредсказуемым мутациям у потомства. То есть у сталкеров редко когда рождаются здоровые дети. И эта тема, кстати, была более раскрыта в книге «Пикник на обочине». Там у детей сталкеров всегда имелись какие-то разные странные мутации. В чистом небе из Припяти есть даже артефакт, принцип действия которого не изучен вообще наукой. Это светляк. Светляк предназначен для восстановления здоровья игрока, однако же по канону он способен всего за пару минут вылечить уже умирающего человека. Но как он это делает, ученым пока неизвестно. Известно лишь то, что он взаимодействует с какими-то неизученными наукой полями, и это изучение может запросто запрограммировать клетки организма на выздоровление. Артефакты во вселенной Сталкера еще почти не изучены учеными и официальной наукой. Однако всем опытным сталкерам известно, что каждый артефакт по-своему влияет на организм человека. И даже недолгое ношение любого артефакта близко к телу может привести к очень сильным и странным мутациям. Именно поэтому сталкеры стараются лишний раз не трогать и не носить артефакты, и сразу продавать их после находки. I'm Nick Nimmin, and I'm a StreamYard user. For the last 6 years, I've been live streaming consistently to YouTube and Facebook and everywhere else on the internet that would have me. And during that time, I've had the opportunity to use pretty much all the live streaming software that's available. Once I discovered StreamYard and found how easy it is, I was sold right out of the gate. Нет, она, да, следом смотрит. Сотрудники для тех, кто развивает бизнес. Для тех, кому важна скорость найма. Для тех, кто ценит простоты.
Ну наоборот, да. Ну наоборот, да. Мне же это не надо, в принципе, тогда. Да, наоборот, нифига. Ну посмотри чуть. Ну надо свое чуть-чуть там. Welcome back to Harbour Unboxed. Today I'm updating my top 5 best CPU list, and although I updated it just 4 months ago now, a lot has changed since then. We've had the release of Intel's new 11th Gen Core series, and perhaps more importantly, they slashed prices of the previous 10th Gen series. Meanwhile, AMD has continued to struggle with supply, and with none of those highly anticipated non-X Zen 3 processors in sight, they're competing pretty poorly in terms of value right now, especially with those discounted 10th Gen parts that I mentioned a moment ago. Still, despite all of that, their sales haven't really been affected that much, at least as far as we can tell. Anyway, there's a lot to go over, so let's get into it. And as usual, I'll start with the most affordable options and then work our way up. Historically, the best value entry-level CPUs have cost around $100 US, and that's still mostly true today, though, of course, as with all things in 2021, pricing can be a bit screwy. Take our current and previous pick for this category, pricing of the Intel Core i3-10100, it can vary quite drastically. It's still possible to find it in stock for around $125 US, which is why I'm still recommending it, but a lot of retailers have it for around $150 to $170 US, and at that price I don't recommend it. And then the F SKU, which should be cheaper, makes no sense because the best pricing I could find for it was $145 US. The pricing of the 10100 really is all over the place. At B&H, for example, they have it in stock for $125 US, but prices at Newegg.com start at $160 US with a third-party seller, and then $170 US over at Amazon. At these prices, as I said, you're basically knocking on the door of Core i5 parts, and at that point the 10100 should be $150 to $170 US, and at that price I don't recommend it. And then the F SKU, which should be cheaper, makes no sense because the best pricing I could find for it was $145 US. The pricing of the 10100 really is all over the place. At B&H, for example, they have it in stock for $125 US, but prices at Newegg.com start at $160 US with a third-party seller, and then $170 US over at Amazon. At these prices, as I said, you're basically knocking on the door of Core i5 parts, and at that point the 10100 makes no sense. So if you can land the 10100 for under $130 US, then I think it's a good value option. Above that though, you should start considering something like the Core i5-10400. An alternative option at this price point would be the Ryzen 3 3200G, though it is only a 4-core, 4-thread part, and at $130 US it's not super compelling, and certainly not as good as the Core i3-10100. But in the absence of the Core i3 part, this really is one of the best CPUs priced near $100 US. There's also the 4-core, 8-thread Ryzen 5 3400G, but it's currently out of stock ever I checked. But at around $170 US, you'd again be better off with a 10th Gen Core i5 part, which we'll look at in a moment. The same applies for the Ryzen 5 1600 at $175 US, and the Ryzen 5 3500X at $190 US. As for the Ryzen 5 3200G, the only advantage it enjoys over the Core i3-10100 is the AM4 upgrade path. That is assuming you buy a decent quality board that can handle the higher core count parts. Other than that, strapping the Core i3-10100 on a new B560 board looks like the way to go for budget shoppers. Back in January, the Ryzen 5 3600 was once again my pick for the best value all-rounder, and this has been the case dating back to 2019. I noted that a good alternative and a close runner-up was the Intel Core i5-10400F, but acknowledged that it was a bit let down by motherboard prices and, of course, the need for a Z series board if you wish to run at memory speeds above DDR4 2666. Since then, the 10400F has plummeted in price from around $180 US to $150 US, while the Ryzen 5 3600 has gone up to $220.
at least when you can find it. So the 10400F is the obvious choice of the two, at least when you can find it. So the 10400F is the obvious choice of the two, but sadly it's no longer in stock either, at least for retailers who are selling it at $150. Those who have stock are asking between $180 and $200 US, and at that point you might as well just look at the new 11400 series. As it stands, the Core i5 11400F can be had for $175 US, while the standard version with the integrated graphics is just $10 more. So that's less than the $190 US you'll pay for the Ryzen 5 2600, $220 that you'll pay for the 3600, or $300 that you'll pay for the 5600X, if you can find it. When compared to the $1,000, the Ryzen 5 2600, $220 that you'll pay for the 3600, or $300 that you'll pay for the 5600X, if you can find it. When compared to the 10400F, the 11400F benefits from better memory support. DDR4 3200 is now the stock configuration, though it doesn't really matter given the cheaper B560 boards now support memory overclocking. You also get 20 PCI Express lanes from the CPU, whereas the 10th gen core parts only got 16. And that means the newer CPUs can connect directly to your primary M.2 storage device for even greater performance. Now, Intel motherboards might be around $20 to $30 more, but that's offset by the cheaper CPU pricing. Not to mention the 11400F is faster than the Ryzen 5 3600 across the board, particularly when looking at gaming performance, and that makes it the obvious choice in my opinion. The best high-end gaming CPU pick. This one's been largely dominated by Intel over the years, though the potential for that to change with Zen 3 was certainly real, but has yet to eventuate due to the TSMC's 7nm supply constraints. As a result, AMD's 8-core 16-thread Zen 3 part, the 5800X, is coming in at $450 US, and while it is in stock right now, at least at the time making this video, it's not particularly competitive at that price point. That's because Intel's flogging off their previous generation 8-core 16-thread CPUs for under $300 US. The Core i7-10700, for example, can be had for just $280 US, while the F-SKU model is cheaper again at $265. So whereas you're faced with having to pay $56 per core with AMD, you'll be paying just $33 per core with Intel, and that's a massive 40% saving. For those of you wondering, the 11th gen Core i7 range is pretty weak right now in terms of value, though arguably still better value than what AMD is offering with the Ryzen 7 5800X at $450 US. The 11700 can be had for $340, while the F-SKU is actually a little bit more expensive at $350, so not sure how that works. And then we have the 11700K at $390, so still $6 less than the 5800X. That said, to be fair to AMD, the 5800X is far more power efficient and is supported by the superior AM4 platform, but again, neither are good value right now. There's really no alternative from AMD. The previous generation Zen 2 processors, which still use the 7nm process, are selling at their introductory price. So the Ryzen 7 3700X is $310 US, and the Ryzen 9 3900X is $550 US. And in my opinion, both should be avoided at those prices. If you've got more money to spend, the next best option is the Core i9 10900 for $375, or the F-SKU version for $350. Again, both are considerably better value than anything you'll get from AMD right now, and worlds better than anything from Intel's new 11th gen Core i9 series. As an example, the 11900 costs $550, the F-SKU is only slightly cheaper at $520, the 11900KF is $540, and the 11900K is an embarrassing $620 US. So a hard pass on all of those options. So the best high-end desktop CPUs for gaming right now are either the Core i7 10700 or the Core i9 10900 and their F-SKU variants. Шиза просто у тебя, шиза твоя, да. Volkswagen. Нет, он на тебя так думает. Ну нет. Ну ладно.
Да. Ну ладно. Что-то ел. Welcome back to Hardware Unboxed. Today I'm updating my top 5 best CPUs list, as it has been a little over 6 months now since I last made an update. Naturally though, I have been holding off in the hope that AMD would release more Ryzen 5000 series CPUs, namely the non-X models, and I also hoped that Ну на, да. Ну, наверное, да, понимаешь. Я тебе не буду уже это говорить, просто понимаешь, да, наоборот, нет, да. Спрятанное просто, да. Пишите код? Tab 9 ускоряет процесс написания кода. Наверное, нет, ну вот надо. Это мне должно это понять надо будет, да, понятно. Я не понимаю тогда, зачем надо родиться женщиной, чтобы чтобы Мегерой, чтобы, да, то есть все правильно получается, да, нет? Ну, объясни мне тогда, да, понимаю, смысл, нет, биологически, это просто у меня, как бы, недостаток у меня чего-то, вот я не, да, понимаю, да. Наверное, вот я тебе еще раз тогда говорю, количество детей, все остальное подделка, как бы, да, все остальное просто ложь, да, на которую ты повелась, как бы осознанно, потому что ты злая просто, да. Типа того, да. Ну, это опять как-то по-мужски получается. Просто так проще, чем настоящую жизнь жить, видимо, да. Наверное, не знаю. Ладно, да, понимаю. Да. Наоборот, не надо, да. Вот я тоже так говорю. Ну ладно, это для замужних. Ну тогда монаш скажи, подожди, а как бы зачем это? Значит, этот процесс должен заканчиваться детьми, обязательно должен заканчиваться. Вот тебе и вся разгадка. Так вот и все, и никаких broken hearts, все нормально, все на своих местах, да. И как ты что там говоришь, да. То есть эти, да, вот и все. И вот и все, точка, вопросы есть. Да, он за тебя так же говорил, да. То есть, да. Ну нахера это сдавать? У тебя что лишнее? Уйди лучше, да. Смотри, у тебя будет тройная зарплата, там, четверная, но он про себя так говорил, да. Но он про тебя думает, да. Ну нет, это он имел в виду, да. Ну нет, понимает. Короче, представь себе, что у тебя есть заработок такой, вот ты сейчас зарабатываешь что-то, нулик допиши к этому. А тебе нужна еще эта девушка до сих пор? Как бы, понимаешь, теперь сходи, вот так вот, теперь нулик дописал, месяц такой жизнью пожил, и как бы, да, и сходил, наверное, в магазин, там, что-нибудь, одежду прикупил, или там, что-нибудь арендовал, лимузин, короче, и ты такой, понимаешь, короче, то есть это, то есть, то есть, это все знают, это все понятно. Вот, следовательно говоря, так что давай не будем, ладно? Просто ты вот этим про это и говоришь, да. Я ваши любви, как бы, бюджетные, я все понимаю, да. Вот и не надо врать тогда в телевизор. Нет, Советский Союз это надувная республика, понимаешь? Тут люди ничего не делали целый, вот как война прошла, где-то годов 60-х они вообще ничего не понимают, что понимают. И ну и все закончилось как оно, ну ничего, так нормально все. Я просто к чему говорю, то есть страна бездельников, да, ну или сна такого вечно для такого, да, понимаешь, мечта, понимаешь. Это не важно. Я тебе говорю, это не та ориентируйся, да, ориентируйся на себя как на мужскую особь. Тебе, да. Женщину надо крыть, ну, либо одно из двух, либо ты ее беременеешь, тогда ты ее по-женски побеждаешь точно, либо ты ее, да, понимаешь, да. Либо ты ее, да. Либо ты завоевываешь, начинаешь зарабатывать деньги, начинаешь реализовываться, и тогда как бы она за тебя начинает либо держаться там, да, либо
Ну, скорее всего, так. Либо сама начинает тебя держать, и я сама себе пойду заработаю там. А, вот так, что ли, строится нужно? Да, понятно, да. Добрый очень. Но меня это не касается. В любом случае ты как мужик побеждаешь. И в этом случае ты хорошее, доброе дело делаешь и беременеешь ее. Понимаешь? Да, тогда ты, да, понимаю, да. Но она, ну, просто, нет, да, понимаю. Ну, то есть, еще не факт, если это не твоя жена, супруга, там, или что-то, да, еще не факт, что ты захочешь, нет, если уже жена, ты чего уж куда денешь. Так, эргономичнее будет просто уже с собой, потому что женское, оно везде женское. Оно, да, просто к нему еще присобачен характер какой-то. Это не лучший вариант, понимаешь? А женская, это такая там тайна есть всего, да, понимаешь? То есть, тем более, если она твоя жена, то есть, мне смешно, когда жена понял тебя, да. Вот. А если нет жены, то нахер тебе это, главное, нафиг вот он тебя понял уже, да. Я тебе говорю, да, понял уже просто, да. Нет, зачем? Ну да, да. Она же скрывается, когда это, да, понимаю, да. Да, ладно, все, уехали. Просто я так говорил, да. Ладно. Что такое? It's a big question, but what does it even mean? Is it the best processor? Is it the one that's the most affordable? Does it give you the most amount of frames per second? If you're feeling a little bit confused, then I honestly don't blame you, because it is a very daunting situation, and depending on who you ask, you're going to get different answers. So what we're doing here today is gathering 4 of the very best gaming CPUs that are completely modern and that you can actually buy right now. But ultimately, we're going to be looking at performance. What differences do these make to the games that you actually want to play, and ultimately what is going to be the right decision for you. So buckle your seatbelts, it's going to be one heck of an informative ride. Stay tuned after a short word from this video's sponsor. Are you ready for the next generation of PC gaming? Seagate's hosting a global gaming event on the 24th of June, and it's one you'll not want to miss. You'll get to see firsthand the future of PCIe Generation 4 storage, GPUs, cooling tech, and much, much more. I honestly can't wait. We've been hearing from the likes of CD Projekt Red, AMD, Razer, and MSI